Завтра решила приготовить свою любимую кашу. Для этого беру стакан фасоли красной, высыпаю в мисочку и заливаю водой. Так, щедро заливаю. Все, вот такая вот красота. Оставляю до утра, чтобы набухло. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! Любите фасоль? Тогда это блюдо точно вам понравится. Посмотрите. Сытная, пряная, наваристая. В зимнюю погоду это просто класс. Ставьте лайки и начнем. Фасоль за ночь хорошо набухла. Посмотрите, какая красотка. Крупная. Сливаю воду. Пересыпаю в кастрюлю. Заливаю чистой водой. У меня комнатной температуры. Так, чтобы хорошо покрыло. Немного соли. Перемешиваю. И ставлю на огонь. Фасоль нужно сварить практически до готовности. А пока подготовим остальные ингредиенты. Сковородку на огонь. Пусть греется. У меня в сковороде уже добавлена 1 столовая ложка свиного жира. Конечно же, можно заменить на растительное масло. А я этим временем 1 луковицу среднего размера нарезаю на кубик. Есть. И сразу же выкладываю в сковородку. Добавляю щепотку соли, пол чайной ложечки сахара. Перемешиваю и обжариваю до мягкости, прозрачности и легкой румяности. Ой. Я просто обожаю этот томатный морс на квашеных помидорах. Густой, он так вкусно пахнет и сразу вызывает рефлекс. Блюда с ним получаются отменные. Кто пробовал со мной, те согласились и писали в комментариях слова благодарности. Пожалуйста, друзья, рада поделиться своим опытом. Как только лук стал подрумяниваться, стал вот таким вот красивым, даже немножко карамельным. Добавляю 1 стакан томатного морса. Можно заменить на 2 столовые ложки томатной пасты или просто томатный сок. Перемешиваю. И тушу 5-7 минут. А этим временем, друзья мои, приготовим вкусную добавку. Опа! Берем пару зубков чесночка. Мелко рубим. Сюда горсть грецкого ореха. Тоже рубим. Это все дело нужно измельчить в такую нежную, приятную пасту. Лучше всего это делать в ступке, но у меня ее нету. Поэтому обойдемся так. Чтобы чеснок дал больше сока, я немножко добавлю соли. И вот так вот ножом потихонечку измельчаем. Да, в комментариях писали: Сережка, купи, а не ступку. Сережка, когда ты уже купишь мне ступку? Также к нашей пасте можно добавить несколько веточек петрушки. Вот что у меня получилось спустя несколько минут. Вот такая вот штучка. Она липкая, чеснок пустил сок, зелень тоже и очень ароматная. Достаточно. Смотрим зажарочку нашу. Еще пусть тушится. Увеличу время тушения. Хочу, чтобы томатная основа аж немножечко поджарилась. Поджарились сахара, тогда это придаст еще больше вкусовых качеств в наше блюдо. А я эту ароматную смесь перекладываю в мисочку. Это в сторонку. И сразу же на этой досточке, друзья мои, беру пучок зелени. У меня здесь зеленый лук, петрушка и укроп. И меленько-меленько нарезаю. Готово. Ну вот и все. Все приготовления завершены. Осталось только фасоль подождать. Ой, сейчас проверим фасоль. Я думаю, она уже готова. Сейчас буду пробовать. Да, друзья, конечно же, время приготовления фасоли зависит от сорта.
Класс. Еще немножко похрустывает, и все же уже достаточно. Сливаю жидкость в мисочку. Она может нам еще пригодиться. Не всю. Где-то миллилитров 150 оставлю в кастрюле. А фасоль сюда. К нашей ароматной заправочке. К зажарочке нашей ароматной, друзья. Перемешиваю. Ой, и жидкости здесь вполне достаточно. Я сразу добавлю специи. У меня это будет молотый кориандр, черный молотый перчик. По желанию можно добавить пажитник, мелис, сунели, специи, какие вы любите, пряные. И добавлю немножечко итальянских трав. Все. Больше здесь ничего и не нужно. Солить буду в самом конце. Снова перемешиваю и тушим. Тушим, друзья мои, минут 5-10. Чтобы все хорошо объединилось, подружилось и стало вкусным и ароматным. Прошло около 7 минут. Смотрим, что у нас здесь. Ой, а у нас здесь красота. Пахнет очень вкусно. Если жидкость быстро выпарилась, мы можем смело с мисочки добавить еще. Потому что со временем блюдо станет еще гуще, оно загустеет. И на этом этапе беру толкушку и немного разминаю фасоль. Не прям в кашу. Все же, чтобы остались целые фрагменты. И все же немножечко разомну. Ой, друзья мои. Это прям ням-ням-ням. Все, достаточно. Пришло время добавить нашу ароматную добавку. Она у нас с солью, очень ароматненькая. Пахнет просто потрясающе. И уже можно и зелень добавить. Снова перемешаю. Попробую на соль. Класс. Накрываю крышкой и выключаю нагрев. Даю блюду постоять буквально 10 минут и будем вкусно обедать. Какое послевкусие приятное. Все, друзья мои, нет сил больше ждать. Насыпаем. Опа! Кашка настоялась, стала намного гуще. И берем вот так вот. Я прямо вот так вот ложкой. Во. Нежная разваристая фасоль, прямо пюре. Пряности, чесночок, грецкий орех где-то чувствуется, приятная кислинка от томата. Это очень вкусно. Прям радуюсь. Ставьте лайки, друзья, делитесь своими рецептами, будем готовить вместе. А я вам пожелаю мирного неба над головой, мыслей мудрых, позитивного настроя и вкусных, простых блюд. Это писали мне: Аня, как это без мяса? А вы фасоль попробуйте. Белковая вещь. Вкусно, полезно и организмом хорошо усваивается. Пошла наслаждаться.